21 мая 1986 года авиалайнер Ту-154Б Абаканского авиаотряда «Аэрофлот» выполнял пассажирский рейс из Челябинска в Москву. На борту самолета находились 175 пассажиров и 10 членов экипажа. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него, а также становитесь спонсорами и получите крутые бонусы. Все детали в описании под видео. Полет проходил нормально. В московской воздушной зоне экипаж приступил к снижению с эшелона полета. В это время над Московской областью наблюдалась область низкого давления, а на линии от Шереметьево до Внуково по направлению на юг и юго-запад продвигался размытый фронт окклюзии. К востоку от данного фронта находились мощно-кучевые и кучево-дождевые облака с нижней границей 1000 метров и верхней 5000 метров. В слое облаков находилось сильное обледенение, а в кучево-дождевых облаках еще и сильная турбулентность и электризация. Московские авиадиспетчеры при этом заранее предупредили экипаж, что в районе ОПРС Марьино к северу от аэропорта Домодедово наблюдаются грозовые засветки, которые рекомендуется обходить с южной стороны. В районе ОПРС Марьино на высоте 3600 метров экипаж пытался обойти один из грозовых очагов. При этом самолет попал в зону ливневого дождя, где также наблюдалось обледенение. Пилотирование на этом этапе выполнял второй пилот, который неожиданно увидел, как приборная скорость начала снижаться и вскоре упала до нуля. Пилоты опустили нос самолета вниз, но это не помогло, как и перевод двигателей во взлетный режим. Полет проходил при этом в облаках без видимых внешних ориентиров. Затем в 15 часов 21 минуту на высоте 1800 метров авиалайнер вышел из облаков, что позволило экипажу сориентироваться и понять, что они несутся к земле с огромной скоростью. Тогда командир потянул штурвал на себя, заставив самолет поднятием носа выйти из пикирования и перейти в горизонтальный полет на высоте 800 метров, испытав при этом сильные перегрузки. Как впоследствии было установлено, Ту-154 снижался с вертикальной скоростью 100 метров в секунду и приборной скоростью около 813 км в час. А в процессе маневра по выходу из пикирования самолет испытал перегрузку в 3,2 G, что является значительно выше расчетной, но при этом не разрушился. Далее экипаж произвел заход на посадку по схеме и благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Никто из экипажа или пассажиров на борту не пострадал. Экипаж попытался скрыть факт происшествия, однако это вскрылось при подготовке самолета к обратному рейсу. Проверка выявила, что вследствие значительного превышения максимально допустимых значений скорости полета и вертикальной перегрузки основные силовые элементы планера получили остаточную деформацию, в результате которой на обшивке появились гофры. В связи с этим борт был признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, но его не списали, а вместо этого передали управлению учебных заведений и поставили на хранение в аэропорту Шереметьево. Расследованием причин аварии самолета Ту-154 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Как было установлено следователями, перед вылетом из аэропорта Челябинск штурман экипажа в нарушении руководства полетной эксплуатации и технологии работы не включил обогрев приемников полного давления, а второй пилот не проконтролировал его включение. Когда самолет начал снижаться в облаках и вошел в зону обледенения, ППД стали покрываться ледяной коркой, которая постепенно забила входные отверстия, что и привело к падению показаний приборной скорости. При этом экипаж не проверил включение и исправность обогрева ППД и не выполнил рекомендации руководства полетной эксплуатации в части сохранения установленного режима работы двигателей и контроля выдерживания заданного режима полета по другим приборам. Второй пилот, пилотировавший самолет, о своих действиях и изменении показаний приборной скорости экипаж не информировал. Обнаружив ненормальные показания приборной скорости, командир принял неправильные решения перевести самолет в крутое снижение с выдачей взлетного режима работы двигателей для разгона мнимого уменьшения скорости.
В процессе крутого снижения фактическая скорость значительно превысила эксплуатационные значения. При выводе самолета из снижения командир создал нерасчетную перегрузку 3,2 G при допустимых в 2,5 G. Согласно выводам комиссии, причиной аварии явились неправильные действия экипажа по пилотированию при искаженных показаниях указателей приборной скорости в условиях обледенения из-за невключения ими обогрева ППД, приведшие к выводу самолета на нерасчетные режимы полета. Смотрите также. 21 ноября 1989 года самолет Ан-24Б предприятия «Аэрофлот» выполнял заказной рейс 37577 из Перми в Советский, в ходе которого перевозилась вахта нефтяников. На борту находилось 5 членов экипажа и 35 пассажиров, но при заходе на посадку в сложных метеоусловиях из-за многочисленных ошибок экипажа самолет столкнулся с землей и полностью разрушился.